Всем привет! И добро пожаловать на Кинорассказ. Сегодня у нас краткий пересказ фильма Yesterday. Погнали! Джек хочет, чтобы его песни любили и слушали. Но этого не происходит. Он поет на улицах, в кафе и вообще, где бы он ни пел, там никого нет. Единственный, кто его слушает и кто действительно что-то находит в его песнях, это его друзья. Джек работает в школе и подрабатывает в местном гипермаркете. Элли, подруга Джека со школы, он еще тогда исполнил неплохой кавер песни «Оазис». Она слушала его за сценой. Она, как его менеджер, сообщает, что он поедет на фестиваль и споет там свои песни, чему он очень рад. Но там снова никого нет. Похоже, его песни совсем не цепляют. Рокки, друг Джека, работает на супер-рок-звезду, но тут же теряет работу из-за своей нерасторопности. Джек решает завязать с песнями, потому что никто его песни не ценит. Его подвозит Элли, он вытаскивает свой велосипед из багажника и направляется к дому. По пути начинают гаснуть фонари и резко пропадает свет во всем мире. Джека сбивает автобус. Джек просыпается в больнице, и к нему приходит Элли. Когда она уходит, Джек говорит: Как там поется в 64 года. А что за песня? А Элли вообще не знает этой популярной песни группы Beatles, песню которых он напел. Когда Элли забирает Джека из больницы, она говорит, что Бог любит его песни. Он остался жив, чтобы продолжать их петь. Джек не понимает сарказма Элли. Если бы это было так, он хотя бы получил одно письмо фанатки, без маминой подписи. Он не просит славы, как у Beatles. На встрече с друзьями Джеку дарят подарки в честь выписки. И один из подарков – гитара. Он начинает играть знаменитую песню Beatles «Yesterday». All my troubles seem so far away. Друзья в шоке. Они спрашивают. Что это за песня? Когда ты ее сочинил? Джек спокойно говорит, что ее сочинил Пол Маккартни из группы Beatles. Beatles — это фамилия, что ли? Тут он понимает, что друзья вообще не знают такую группу, и уж тем более их песни. Джек набирает в интернете Beatles, но вместо группы или Пола Маккартни в поисковой выдаче совершенно не связанные с этим вещи. Чтобы убедиться, что это не шутка, Джек бежит под дождем к Элли и спрашивает. Ты честно ничего не знаешь про Битлз? Честно? Он начинает вспоминать песни Beatles. He's nowhere land. Ну что ж там дальше-то, черт? В очередной день, пока Джек вспоминает песни, мама приносит ему пепси, а он задает вопрос. А нет у нас Кока-Колы? Чего? Тут он начинает опять проверять в интернете, и оказывается, Кока-Колы тоже не существует. Джек решается исполнять песни Beatles, но перед этим он идет к зубному, чтобы вставить выбитые зубы. Перед уходом родители Джека просят спеть его новую песню «Let It Be», но что-то постоянно срывает его игру. When I find myself in times of trouble. Что-нибудь выпьешь? Похоже, родителям Джека вообще не нравятся никакие песни. Можно со второго куплета. Первый я слышал 3 Я раза. начну сначала, хорошо? Как скажешь. Джек продолжает исполнять свои песни. И снова, как ему кажется, никто их не слушает. И вообще дело в нем самом. Не в песнях было дело. Проблема, похоже, в другом. В исполнителе. Он неожиданно для себя получает визитку от местного звукорежиссера, который готов записывать его песни бесплатно. И он пишет свой первый альбом. Он начинает раздавать свои диски всем покупателям гипермаркета с любой покупки. Стали получать бесплатные диски в нагрузку к большим упаковкам. Джека приглашают на телепередачу, и там он исполняет песню «In My Life». Особого восторга он не получает. Элли и Джек едут в машине, и он хочет признаться, что это не его песня. В этот момент ему звонит сам Эд Ширан и говорит, что ему понравилась песня, которую он исполнил на телепередаче. Эд Ширан приезжает к Джеку домой и приглашает его быть у него на разогреве на предстоящем мероприятии во вторник. К тебе гость. Кто, мам? Какой-то Эд. Нашел песни на сайте твоего магазина. Они еще лучше. На Эда Ширана похож. Я и есть Эд Ширан. Ну да, я тоже. Джеку нужен тур-менеджер. Он приглашает Элли, но резко уйти с работы она не может. Есть одна идея, не спрашивай какая. И поэтому приходится выбрать друга чудика Рокки. Меня зовут Рокки, но вы можете звать меня как хотите. Откликаюсь на красавчик. В Москве перед выступлением Эда Джек исполняет песню «Back in USSR». По всем соцсетям разлетается успех Джека. В толпе зрителей появляется какой-то мужчина, будто уже знающий эти песни. Джек говорит Эду, что написал эту песню в самолете за 3 часа до выступления. Эд удивляется и устраивает между ними баттл. Кто за 10 минут напишет песню лучше,
Что ты выиграл? Джек трогает всех своей новой песней. И послушать ее выходит менеджер Эда. Эд принимает поражение, даже без голосования. Дебра Хаммер, менеджер Эда, приглашает Джека на дальнейшее сотрудничество. Полетишь к нам, будешь писать песни. Джек собирает вещи, и Элли спрашивает. Как я оказалась не в том списке? Она его все это время любила, а Джек даже этого не знал, приклеив стикер Элли к деловым связям. Он уезжает без ответа. Испить из отравленной пенной чаши богатство. И он соглашается и записывает новый альбом. Общаясь вечером с Рокки, Джек говорит. Вот бы сейчас сигарету. Что такое сигарета? Сигарет, оказывается, тоже нет. Дебра назначает Хиллари заняться имиджем Джека и предлагает выложить 5 новых песен без видеоряда, чтобы подогреть слушателей, а затем записать двойной альбом. Джеку нужно записывать новый альбом. И тут он пытается вспомнить новые песни, но у него ничего не выходит. И он просит Дебру, чтобы она его отпустила за вдохновением в Ливерпуль. В Ливерпуле Джека встречает толпа фанатов. Все это видит таинственная женщина. К Джеку приезжает Элли, они проводят вместе время, и вечером они хотели заняться любовью. Но Элли вовремя остановилась. Не хочется становиться для тебя девушкой на одну ночь. Джек теперь известный человек, и он постоянно в разъездах, а Элли так не может. Утром Джек просыпается в панике, понимая, что ему надо поговорить с Элли. Она должна была уехать сегодня утром, но не уезжает. Джек не может определиться со своим будущим. Элли в надежде произносит. Ты захочешь остаться. На конференции обсуждают обложку альбома Джека и контент-план. Каждую неделю новые песни онлайн. Новое вечернее шоу. Сначала Карден. Джеку начинает казаться, что он является гостем на знаменитом американском шоу Джеймса Кордена. На шоу появляются неизвестные люди, заявляющие, что авторство песен принадлежит их группе под названием Beatles. Джек приходит в себя. Во время репетиции он получает звонок от Элли, который сообщает ему, что встречается с тем самым первым звукорежиссером, который писал его первый альбом. Джек взрывается. Что, я по телефону поговорить не могу? Как я тут смогу сочинить хоть что-то? Он приезжает с выступления в город Горлстон. К нему в гримерную приходит Элли, и он говорит, что поездка в Америку – ошибка, и ему стоило остаться с ней. И вот начинается концерт. Зрители в восторге. После его завершения к нему заходит та самая таинственная пара, которая за ним наблюдала издалека. Они говорят. Мы просто хотели сказать спасибо и все. Оказывается, не все забыли про Битлз. И они просто пришли выразить благодарность Джеку за то, что он поет их песни. Эта пара передает ему бумажку с адресом Джона Леннона. Джек берет такси и отправляется к Джону. Он рад, что Джон еще жив, и ему уже 74. Джон дает совет Джеку. Скажи своей любимой, что ее любишь. После ошеломительного концерта на Уэмбли Джек признается в любви к Элли. Я люблю тебя. И объявляет всем зрителям, что песни не его, а ливерпульской четверки группы Beatles. Он просто посредник, который поет гениальные песни гениальных людей. И все песни теперь будут доступны бесплатно в сети интернет. И Рокки загружает их в прямом эфире. Дебра шокирована, что Джек нарушил ее планы. Нам показывают кадры счастливой пары Джека и Элли под романтичный саундтрек Эд Ширана. Джек и Элли женятся, и он поет свою песню. Если вы любите смешные комедии и песни Битлз, обязательно посмотрите этот фильм. Для Химеш Пателя это дебютный фильм, и справился он на отлично. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и поставить лайк этому ролику, если вам понравился пересказ. Пока!